Популярных молодых артистов всегда было много. В каждой стране и в каждую эпоху были и будут свои кумиры молодежи. Но лишь единицам из них суждено сохранить культовый статус и остаться в сердцах людей даже спустя десятилетия после своей гибели. Одним из таких был Ютака Азаки, автор и исполнитель которого сравнивают с легендарным советским музыкантом, лидером группы Кино Виктором Цоем. У них и правда много общего. Их карьера пришлась на один и тот же период времени, их творчество затрагивало схожие темы. Они оба стали легендами своего поколения и символами эпохи, а еще Ютака Азаки, как и Виктор Цой, ушел из жизни слишком рано, всего лишь в 26 лет. Его трагическая гибель до сих пор является неразгаданной тайной и одной из самых главных и самых страшных загадок японской музыкальной сцены. Всем привет, вы на канале Брауни, и в этом видео я расскажу вам невероятную, трагическую и запутанную историю жизни одного из самых культовых артистов Японии, чья гибель окутана теориями заговора. Я знаю, что вам нравятся такие видео, ведь музыка, Азия и загадочные, а иногда даже мрачные истории – это наши с вами общие интересы. Именно поэтому мы с вами здесь и собрались. Но знаете, что еще круче? Найти в реальной жизни подруг по общим интересам, друзей или даже романтического партнера. И в этом вам поможет ковер. Да-да, сейчас все расскажу. Ковер – это крутое приложение для адекватных знакомств с афишей самых необычных мест и событий. Но обо всем по порядку. Знакомиться здесь можно без свайпов, мэтчей и прочих алгоритмов, решающих за вас. Вместо этого тут суперудобные фильтры анкет по полу, возрасту, городу и интересам. Любому понравившемуся человеку можно написать напрямую. Представьте, как классно. А еще в ковре сразу же можно выбрать, куда вы отправитесь на вашу первую встречу или свидание. Прямо в приложении вы найдете афишу из множества интересных и необычных мест и событий. Я уже присмотрела для себя идеи для лучшего летнего вечера. Сходить на арт-вечеринку или атмосферный концерт при свечах, а потом отправиться на экскурсию по барам или на вечеринку на теплоходе. Звучит потрясающе, а с новыми подругами будет еще лучше. А если будет не с кем пойти, в ковре под каждым событием отмечаются те, кто тоже хочет на него пойти. Можно списаться и классно провести время вместе. Так что если вам поднадоел ваш привычный досуг, вы ищете чего-то нового и хотите живого общения, скорее скачивайте ковер по ссылке в описании или QR-коду на экране. Не упускайте возможность, ведь кто знает, может поход на необычную выставку приведет к многолетней дружбе или даже к отношениям мечты. Ну а теперь поехали! Ютака Азаки родился 26 ноября 1965 года в Токио в районе Сатагая и был вторым ребенком в семье Азаки после своего старшего брата Ясуши. Ютака был весьма болезненным ребенком. В раннем детстве он перенес тяжелый бронхит и заворот кишок, из-за чего его здоровье было ослаблено. Однако уже в начальной школе мальчик начал изучать боевые искусства, а его знакомство с музыкой произошло, когда он впервые взял в руки гитару своего старшего брата. Тогда он начал интересоваться авторской песней, а в 9 лет он впервые сел за пианино и написал свое первое стихотворение. С тех пор он посвящал все свое время музыке и написанию текстов. Он часами играл на гитаре, отказываясь посещать школу, в которой он никогда не испытывал особого интереса. Тем не менее, его первое выступление с собственной песней состоялось в 1978 году на школьном культурном фестивале, после чего Ютака начал выступать на различных небольших любительских мероприятиях в Токио. Кроме того, в школьные времена Ютака подрабатывал в ресторане и разносил газеты, а также состоял в клубе по кендо. В старших классах Ютака был, мягко говоря, не самым прилежным учеником и часто попадал в неприятности. Его отстраняли от занятий за курение и аварию на мотоцикле, а также за то, что он ввязался в драку со студентами университета, которая даже потребовала вызова полиции. Однажды на вечеринке они с одноклассниками поспорили, кто из них сможет выпить больше за один присест, в результате чего Ютака был доставлен в больницу с острым алкогольным отравлением. В общем, этот парень был настоящим бунтарем. И я вас прошу, никогда так не делайте.
Из-за частых прогулов его оставляли на второй год обучения, после чего Ютака пытался закончить школу на вечернем отделении, но когда его музыкальная карьера начала набирать обороты, он просто бросил учебу. В 1982 году Ютака подал заявку на прослушивание в CBS Sony, где был замечен продюсером Акирой Судо, после чего уже в следующем году, в возрасте 17 лет, Ютака подписал контракт с CBS Sony и дебютировал со своим первым альбомом Seventeen's Map, в котором раскрывались такие темы, как бегство от давления общества, отказ взрослых понимать трудности и любовные переживания подростков и мечты молодых японцев в однородном обществе, которое всегда ценило соответствие традициям больше, чем индивидуальность. Первоначальный тираж альбома составлял всего 2000 экземпляров и из-за отсутствия активного продвижения не показал высоких продаж. Однако постепенно популярность Ютаки начала расти, а текст песни Graduation, направленный на критику школьного образования, стал обсуждаемой темой. В итоге песня стала огромным хитом, ну а привлекательная внешность Ютаки и его имидж школьного бунтаря сделали свое дело и только усилили его популярность. Количество его поклонников стало стремительно расти, а СМИ начали называть Ютаку представителем подростков, которые, в свою очередь, впечатлившись творчеством молодого музыканта, стали разбивать окна в своих школах по ночам, подражая герою с песней Graduation, из-за чего ее даже запретили к трансляции. Обстановку, которая в то время царила в кругах японской молодежи, сложно назвать здоровой. Школьное хулиганство было повсеместным явлением. Курение и употребление алкоголя среди подростков было очень распространено, как и школьное насилие. Песни Ютаки, отражающие сопротивление устоявшимся порядкам и отсутствие веры в общество, пришлись как никогда кстати. У певца начал складываться определенный мрачный образ, который лейбл стремился всячески поддерживать. Они старались не допускать утечки личной информации артиста, а также даже следили за тем, чтобы папарацци не делали снимков улыбающегося Ютаки. С выходом второго альбома, который занял первые строчки в главных музыкальных чартах, имя Ютака Азаки стало известно по всей стране. А с выходом его третьего альбома в 1985 году его популярность достигла пика. Билеты на все концерты в рамках его тура в поддержку альбома были моментально распроданы. В этом альбоме темы подросткового бунтарства, конфликтов с родителями и учителями отошли на задний план, уступив место самоанализу, размышлениям о будущем и поиске себя и искренней любви. Став суперпопулярным к 20 годам, Ютака оказался в жизненном тупике. Его психическое состояние стало нестабильным. Появились слухи о странном поведении певца, с которыми усиленно боролось его агентство. В канун нового 1986 года Азаки внезапно объявил о бессрочном перерыве в карьере и в одиночку отправился в США. С этого момента в его жизни начинается по-настоящему сложный период. К концу 1986-го Ютака возвращается в Японию, чтобы начать работу над новым материалом. В тот период он пытался избавиться от имиджа подростка-бунтаря, что вызвало разногласия с его агентством, которое стремилось поддерживать этот имидж и дальше. Чтобы возместить агентству вложенные в него инвестиции, Ютака продлил свой гастрольный график, но 24 сентября 1987 года он потерял сознание из-за физического истощения, и оставшиеся концерты пришлось отменить. Позже, в конце того же года, Ютака был арестован по обвинению в употреблении запрещенных веществ, которые, как оказалось, он начал принимать еще когда был в Соединенных Штатах. В полицию, несмотря на уговоры его матери, обратился отец певца. Семья Ютаки знала о его зависимости. Они пытались убедить его вернуться к нормальной жизни, но ничего не вышло. В феврале 1988 года, после недолгого пребывания в заключении, Ютака был освобожден условно-досрочно. В мае того же года он женился на женщине по имени Шигеми, которая была далека от шоу-бизнеса. Она была единственной, кто навещал его, пока он был в заключении. В сентябре 1988 года, после многочисленных задержек, Ютака выпустил свой 4-й альбом, отметив свое возвращение на большую сцену концертом в Токио Доум. Но, несмотря на такие, казалось бы, позитивные события в жизни, психическое состояние певца сильно ухудшилось.
Из-за разногласий с лейблом, финансовых проблем и последствий наркозависимости он дважды пытался свести счеты с жизнью и после выступления в Токио Дом не мог вернуться к деятельности еще в течение целого года. В 1989 году у Ютаки родился сын Хироя Азаки. В 1990-м Ютаке удалось урегулировать отношения с агентством, и он вернулся, выпустив свой 5-й альбом, который достиг 1-го места в чарте Oricon. В декабре того же года Ютака основал свое собственное агентство «Изотоп», а в марте 91-го он основал свой официальный фан-клуб и выпустил свою самую популярную песню «I Love You» в качестве официального сингла. Однако уже в апреле певец оказался в центре очередного скандала. В СМИ появилась информация о его романе с популярной актрисой и айдолом того времени Юки Сайто, что породило множество слухов, в частности о том, что жена певца Шигеми подала на развод, что стало настоящим шоком для общественности, так как со стороны Ютака и Шигеми казались очень гармоничной семейной парой, а также о том, что Ютака выпустил сингл «I Love You» специально для Юки Сайто. Сама актриса, однако, отрицала отношения с певцом вплоть до его смерти. Несмотря на широкое освещение этого скандала в СМИ, Ютака и Шигеми остались вместе, и на фоне всей этой шумихи певец провел масштабное турне, а после начал работу над своим 6-м и последним альбомом. К концу 1991 года Ютака, казалось бы, вновь обрел в своей жизни какую-то стабильность и собирался провести Рождество вместе со своей семьей. Но 29 декабря его мать, которая всегда была на его стороне и молчаливо поддерживала его, внезапно скончалась. После этого эмоциональное состояние певца вновь стало нестабильным, а круг его общения стал резко сужаться. В зависимости от источников, подробности того, что произошло с Азаки, довольно сильно расходятся, что вносит еще большую путаницу в это и без того странное происшествие. Я постараюсь дать вам всю информацию, которую мне удалось найти, и осветить ее с разных сторон. Ранним утром 25 апреля 1992 года Ютака Азаки был найден голым в саду частного дома в Токио, который находится примерно в 500 метрах от его собственной квартиры. Согласно одним источникам, на тот момент он был без сознания, а все его тело было покрыто синяками. Согласно другим источникам, женщина, которая нашла его, рассказала, что он находился в сознании, но был не совсем вменяем, и на его теле не было никаких ран, но затем он начал крутиться и тереться о землю, поэтому к моменту приезда полиции и скорой помощи его кожа уже была покрыта грязью и синяками. До машины скорой помощи, согласно этой версии, певец дошел сам. Врач, который осматривал Азаки, сказал, что его состояние может быть опасным для жизни и посоветовал ему продолжить обследование. Однако, согласно одной из версий, его жена решила забрать его домой, а согласно другой, оставаться в больнице Ютака наотрез отказался сам. Так или иначе, после осмотра он был выписан, а его жена и брат приехали, чтобы забрать его домой. Пока Ютака спал в своей квартире, его жена, брат и менеджер по очереди наблюдали за ним, но внезапно, примерно в 11 часов утра, его жена заметила, что он перестал дышать. Она вызвала скорую, и Азаки был срочно доставлен в другую больницу. В 12:06, несмотря на усилия врачей, певец скончался. Ему было всего 26 лет. По официальной версии, причиной такого исхода стал отек и скопление жидкости в легких, которое предположительно появилось там из-за чрезмерного употребления алкоголя. Также позднее было заявлено, что в его организме были обнаружены запрещенные вещества. 30 апреля, несмотря на проливной дождь, на поминальной службе у буддийского храма собралось около 40 тысяч поклонников Азаки, для которых его кончина стала настоящим шоком. Узнав о том, в каком состоянии был найден Ютака, они не смогли согласиться с официальными заявлениями, а после того, как в прессе появились фотографии его тела, покрытого многочисленными ранами и синяками, подозрения общественности только усилились. Я не могу показать эти фотографии здесь, но, глядя на них, действительно закрадываются сомнения, что человек может получить такие повреждения при падении, даже многократном, или же от трения о землю. Официальные документы вызвали сомнения не только у поклонников.
Отец певца создал петицию, требующую пересмотра причины его гибели, которая получила около 100 тысяч подписей. Однако полиция отвергла любые подозрения в возможном убийстве певца, заявив, что все повреждения он получил именно от падения, добавив, что подобное поведение было распространено среди наркозависимых людей того времени, и настаивала, что его гибель была следствием алкогольного опьянения и передозировки запрещенных препаратов. Тем не менее, теория о насильственной гибели певца стала весьма популярной и чаще всего сводилась к двум возможным сценариям. Согласно первому, Азаки напился и стал жертвой избиения, ввязавшись в драку, что было бы не слишком удивительно, зная его характер, ведь ранее он уже попадал в похожие ситуации. Согласно второму сценарию, это было умышленное преступление. В 2007 году в сети появилось анонимное признание некого журналиста, который утверждал, что настоящий убийца певца связался с ним и рассказал, что он якобы встретился с Азаки, подсыпал тому вещества в напиток, а затем расправился с ним. Это сообщение никогда не было ни подтверждено, ни опровергнуто, и, конечно, оно не вызывает особого доверия, в частности, из-за отсутствия предполагаемого мотива. Кто, а главное, зачем мог поступить с певцом подобным образом? Предположений было множество, включая якудза, которые были весьма распространены в то время, а также директора его бывшего агентства, с которым у Азаки были крайне непростые отношения. Однако все эти предположения не были достаточно существенными. В 2011 году была опубликована некая, предположительно, предсмертная записка Азаки, которая хранилась в тайне с 1994 года по просьбе жены певца. Она не хотела, чтобы ее публиковали до того момента, пока их сын не станет достаточно взрослым. Публикация этой записки породила версию о том, что Ютака мог уйти добровольно. Многие даже говорили, что Ютака мог предвидеть свою скорую гибель или готовиться к ней, ведь последней песней, которую он исполнил на своем последнем концерте, стала Dance Hall, песня, которую он спел на своем прослушивании, а для обложки своего последнего 6-го альбома он выбрал эту фотографию. Эту теорию также подкрепляли психологические проблемы певца и его предыдущие попытки уйти, однако отец и брат Ютаки не верят в эту версию. В 1994 году телеканал ТВ Асахи готовил к выпуску программу, посвященную расследованию гибели Азаки, в которой утверждалось, что его жена Шигеми и ее знакомый намеренно накачали певца веществами, чтобы убить его, основываясь на просочившуюся копию отчета о вскрытии и интервью с некоторыми журналистами. Однако программа так и не вышла в эфир, так как Шигеми подала иск против ТВ Асахи и одного из журналистов. 10 мая 1992 года 6-й альбом певца, который он завершил незадолго до своей смерти, был выпущен как посмертная работа. Поклонники Азаки решили оставить билеты на его запланированные концерты на память, и почти никто не стал запрашивать возврат денег за них. Дом, где жил певец, стал местом встречи его фанатов, до тех пор, пока его не снесли из-за ветхости в 2011 году. Несмотря на то, что творчество Азаки долгое время было табуированным из-за своей направленности, спустя 10 лет после его смерти некоторые тексты его песен и цитаты были включены в школьные учебники. Многие известные исполнители в Японии и за ее пределами исполнили каверы на песни Азаки, ему были посвящены многочисленные трибьюты и передачи, а в 2011 году вышла дорама о жизни певца. Шигеми и Азаки вместе с сыном покинули Японию и переехали в Бостон, США. Хирои Азаки пошел по стопам отца и тоже стал музыкантом. Он перезаписал некоторые песни своего отца в память о нем, и все, кто их слышал, отмечают, что их голоса невероятно похожи. Брат Ютаки, Ясуши Азаки, которому сейчас уже за 60, после внезапной кончины брата принял решение стать юристом, чтобы выступать против несправедливости, которую так ненавидел Ютака. Сейчас он является президентом Ассоциации адвокатов Сайтамы. Мемориальная доска в Токио, посвященная памяти Азаки, расположенная на знаковом для певца месте, которое он часто посещал в юности, привлекает множество поклонников, которые приезжают туда, чтобы почтить память своего кумира. Ютака Азаки стал легендой для целого поколения молодых людей в 80-х и иконой своего времени.
Даже сейчас, спустя много лет после его смерти, его творчество остается популярным и по-прежнему оказывает сильное влияние на мир музыки. Честно говоря, я так и не нашла для себя однозначного ответа о том, что же случилось с Ютако Озаки, и правду, к сожалению, уже никто никогда не узнает. История его жизни окутана различными слухами, информацией о нем и его личной жизни, которая не была подтверждена или сильно исказилась с годами и многочисленными переводами и пересказами. Но мне очень нравится рассказывать такие истории, и если вы хотели бы продолжение этой рубрики, напишите об этом. И, конечно же, я жду ваших мнений о том, что, по вашему мнению, случилось с легендарным музыкантом. Не забудьте поддержать мой канал лайком и подпиской, если это видео вам понравилось, а также заглядывайте в мой телеграм-канал и другие соцсети по ссылке в описании. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.